Россия ужесточила миграционную политику, и новые законы уже начали менять жизнь иностранных рабочих. Власти приняли целый ряд ограничений, которые усложняют процесс легализации, получения работы и проживания в стране. Особенно сильно под удар попали граждане Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, которые традиционно составляли значительную часть трудовых мигрантов в России. Одним из самых жестких изменений стало усиление контроля за документами и регистрацией. Теперь даже малейшие ошибки в оформлении бумаг могут привести к депортации, а отсутствие временной регистрации стало причиной для серьезных штрафов. Полицейские рейды в общежитиях, на стройках и в местах массового проживания мигрантов стали проходить чаще, а число задержанных и выдворенных иностранцев стремительно растет. Для мигрантов это означает не только страх перед внезапными проверками, но и невозможность нормально работать и зарабатывать деньги без постоянного риска быть задержанным. Дополнительным ударом стало новое требование к работодателям. Теперь они обязаны не только контролировать статус своих работников, но и нести за них финансовую ответственность. Привело к тому, что многие компании просто отказались нанимать мигрантов, чтобы избежать лишних проблем с властями. В результате мигранты, которые раньше могли устроиться на работу относительно легко, теперь оказываются перед выбором работать нелегально или покидать страну. Отдельный удар пришелся по семьям мигрантов. С 2024 года детям, не владеющим русским языком, фактически запрещено учиться в российских школах. Семьи, живущие в России, вынуждены либо отправлять детей на родину, либо срочно искать способы их интеграции, иначе они просто останутся без образования. Это создало дополнительную волну напряженности среди мигрантов, которые рассчитывали построить будущее для своих детей именно в России. Почему же именно выходцы из Таджикистана, Узбекистана и Казахстана оказались в центре внимания? Все началось с усиления антимигрантских настроений в обществе, особенно после недавних преступлений, в которых фигурировали иностранцы. Эти события вызвали волну недовольства среди местных жителей, а власти, стремясь продемонстрировать жесткую позицию, решили ввести более строгие правила. Этим те, кто приезжает из Центральной Азии, стали удобной мишенью, их численность велика, а многие россияне связывают рост преступности именно с ними, несмотря на отсутствие доказательств. Кроме того, ужесточение миграционной политики – это еще и политический ход. Российские власти хотят показать, что контролируют ситуацию и могут навести порядок, особенно в преддверии выборов и на фоне общей нестабильности в стране. Однако такие меры могут привести к обратному эффекту нехватки рабочих рук, росту теневого рынка труда и даже увеличению социальной напряженности. Для мигрантов из Центральной Азии ситуация становится все сложнее, новые законы буквально выталкивают их из страны. Что ждет их дальше, массовые депортации или все же послабление в политике, остается открытым вопросом, но пока все указывает на то, что жизнь в России для них становится невыносимой. Настроения в России стремительно набирают обороты, превращая жизнь приезжих в настоящий кошмар. После громких преступлений, в которых фигурировали иностранцы, в обществе усилились страх и недоверие к мигрантам. Все больше россиян открыто высказываются за ужесточение миграционной политики, а в интернете и на улицах звучат призывы к массовым депортациям. Ситуация накаляется не только в медиа, но и в реальной жизни. Мигранты все чаще сталкиваются с агрессией, унижением и открытым отказом в трудоустройстве. В социальных сетях появляются видео с нападениями на приезжих, а полицейские рейды в общежитиях и на рабочих местах стали происходить почти ежедневно. В некоторых городах местные жители требуют запретить найм иностранцев и ужесточить контроль за их пребыванием. Все это делает жизнь граждан Таджикистана, Узбекистана и Казахстана в России крайне сложной и непредсказуемой. Одной из главных проблем стало ухудшение условий для работы. Работодатели боятся нанимать мигрантов, опасаясь штрафов и проверок.
Те, кто раньше работал легально, теперь вынуждены уходить в тень, соглашаясь на низкооплачиваемый и нелегальный труд. Не только делает мигрантов уязвимыми перед правоохранительными органами, но и ставит их в зависимость от недобросовестных работодателей, которые пользуются ситуацией и урезают зарплаты. Особенно сложно стало мигрантам в сфере услуг и строительства, традиционных для выходцев из Центральной Азии. Здесь конкуренция усилилась, а число рабочих мест сократилось из-за экономических проблем и закрытия ряда предприятий. Власти требуют ужесточить контроль над трудовыми мигрантами, вводя новые ограничения и усложняя процедуру получения патентов. Большинство это означает еще большие расходы и бюрократические препятствия, которые могут сделать дальнейшее пребывание в России невозможным. Но помимо работы, мигранты сталкиваются и с бытовой дискриминацией. В некоторых регионах участились случаи отказа в аренде жилья мигрантам, владельцы квартир просто боятся сдавать жилье выходцам из Центральной Азии, опасаясь проблем с соседями или проверок со стороны властей. Даже те, кто живет в России уже много лет и имеет официальные документы, сталкиваются с предвзятым отношением и социальным отчуждением. Полиция также усилила контроль за мигрантами, проверки документов на улицах стали нормой, а случаи задержаний без объяснения причин участились. Приезжие жалуются, что их могут остановить только из-за внешности, требуя показать регистрацию и патент на работу. В некоторых случаях даже законопослушные мигранты оказываются депортированы из-за малейших ошибок в оформлении документов. Обстановка становится все более напряженной, а многие граждане Таджикистана, Узбекистана и Казахстана задумываются о возвращении на родину. Однако перспектива возвращения не кажется радужной, в их странах также нет стабильности, а работы на всех не хватит. Люди оказались в ловушке, в России их не ждут, но и дома перспективы весьма туманные. Пока российские власти продолжают закручивать гайки, судьба тысяч мигрантов остается неопределенной. Если антимигрантские настроения продолжат расти, то в ближайшем будущем мы можем увидеть не только массовые депортации, но и еще большее обострение конфликта между мигрантами и местным населением. Вопрос только в том, насколько далеко зайдет это противостояние и не приведет ли оно к еще более серьезным последствиям для всей страны. Потеря рабочих мест в России грозит экономической катастрофой для стран Центральной Азии. Казахстан, Узбекистан и особенно Таджикистан десятилетиями зависели от трудовых мигрантов, которые отправляли домой миллиарды долларов, обеспечивая выживание своих семей. Теперь этот источник дохода резко сокращается, и последствия могут быть разрушительными. Таджикистан окажется в самом уязвимом положении, до 40% ВВП страны формируется за счет денежных переводов мигрантов из России. И если тысячи рабочих вернутся на родину без средств к существованию, это вызовет всплеск безработицы, рост преступности и социальную нестабильность. Экономика Таджикистана просто не способна обеспечить работой всех возвращающихся граждан, а значит, многих ждет бедность и отчаяние. Если власти срочно не предпримут меры, страну могут захлестнуть массовые протесты, а в худшем случае новая волна нестабильности и политического кризиса. Узбекистан также столкнется с серьезными проблемами, ведь его экономика во многом строилась на доходах от мигрантов. Вернувшиеся рабочие создадут колоссальную нагрузку на рынок труда, где и без того не хватает достойно оплачиваемых рабочих мест. И если в ближайшие месяцы не будет запущена программа по трудоустройству и созданию новых рабочих мест, ситуация может выйти из-под контроля. Безработица приведет к ухудшению уровня жизни, увеличению социальных волнений и даже всплеску криминала. Казахстан, в отличие от своих соседей, менее зависим от трудовой миграции, но и его экономика не останется в стороне от кризиса. Казахстанцы, работавшие в России, вынуждены будут вернуться домой, где их вряд ли ждут перспективы трудоустройства. Это создаст дополнительные проблемы для правительства,
которая уже сталкивается с падением реальных доходов населения, ростом инфляции и недовольством социальной политикой. И если власти не предпримут решительных мер, страна рискует столкнуться с массовыми протестами и усилением социальной нестабильности. Что же могут сделать страны Центральной Азии, чтобы справиться с этим кризисом? В первую очередь, необходимо срочно разрабатывать программы поддержки бывших мигрантов, создавать рабочие места, развивать малый и средний бизнес, привлекать инвестиции. Без этого тысячи людей останутся без дохода, а экономика стран окажется в глубоком кризисе. Однако проблема в том, что быстрых решений нет, а экономика этих стран не готова к такому количеству безработных. В ближайшие месяцы можно ожидать рост социальной напряженности, протестов и даже возможных вспышек нестабильности. Люди, потерявшие источник дохода, не будут молчать, и если правительство не предложит им реальные альтернативы, это может привести к неконтролируемым последствиям. Таким образом, новый миграционный кризис в России станет серьезным испытанием для Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Только в том, смогут ли власти этих стран найти выход из сложившейся ситуации, или их народы окажутся заложниками собственной бедности и безысходности.